Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В прошлой части мы построили выкройку лонгслива, в этой части мы его сошьем. Сначала сшиваем выточки. Я уже сшила выточки за кадром. Далее соединяем полочку и спинку. Соединяем их лицом к лицу по бокам и плечам. Сейчас пойдем на машинку, но прежде отметим область, которую оставим не застроченной. Это область в районе пришивания пояса. Добавим здесь дополнительно по пару сантиметров вверх и вниз. Так нам будет удобнее впоследствии пришивать пояс. К тому же на примерке вы сможете передвинуть пояс выше или ниже линии талии. Возможно, вам так будет удобнее. Оверлока у меня на данный момент нет, так что я воспользуюсь машинным швом. Лапку возьму вот эту оверлочную, благодаря ней ткань не будет сморщиваться. Можно использовать швы, заменяющие оверлок, например, вот этот или вот этот. Обычно я пользуюсь вот этим, ним же воспользуюсь и сейчас. Для этого первый бегунок ставим на букву H, второй на букву SS, третий я поставлю на 3,5, почти 4. Это будет ширина моего шва. Можно было бы этим швом как раз обметать край. Если вы так и будете делать, то припуски оставляйте не 1 см, а равной ширине шва. То есть в моем случае это было бы 4 мм. Но я буду прокладывать шов, отступив 6 мм от края, затем излишки срежу. Такой способ можно использовать только в тканях, которые не сыпятся. Я проложила строчки, сейчас могу обрезать только плечи, потому что здесь мы еще будем вставлять пояс. Прокладывать строчку таким образом – это совсем не формальный вариант. Это мой способ выйти из ситуации. Сейчас проблема с машинкой, а вызвать мастера в маленьком китайском городе оказалось невозможно. Скалываем пояса лицом к лицу. Уголки пояса хочу сделать острыми, поэтому вот здесь я их подрежу. Для удобства прорисую уголок, где мне стоит разворачивать строчку. Идем на машинку, прокладываем прямую строчку. Проложили строчку, обрезаем припуски на уголках. И укорачиваем этот припуск до 5 мм. То же самое делаем со вторым поясом. Выворачиваем пояс. Даже если вы шили свой пояс метровой длины, вам не составит труда вывернуть его. Даже свой пояс около 60 сантиметров могу вывернуть легко, даже не используя никаких дополнительных приспособлений для этого. Выворачиваем уголки, используя иголку. Теперь нам нужно его разгладить. Утюжим пояс. Обращайте внимание, как ложится ткань в районе шва. Не торопитесь прогладить быстро, лучше поправляйте аккуратно вот эту область. Если вы оставляли длину пояса с запасом, то на данном этапе самое время приколоть пояс к области талии, примерить, завязать и определиться, какая вам длина нужна. Излишки с этой стороны обрезать. Пришивать пояс будем в конце, чтобы он нам не мешался, когда мы будем пришивать рукава. Скалываем рукава. Сшиваем рукава, используя оверлок, либо имитацию оверлочной строчки, как мы делали в начале. Я обрезаю излишки припуска близко к шву. Втачиваем рукав в пройму.
Здесь у меня излишки припуска не обрезаны, но конкретно вот этот небольшой кусочек я отрежу, так как сейчас буду втачивать рукав. Определяемся, где правый, где левый рукав. Эта сторона у меня сторона полочки, полочка у меня сверху, значит этот рукав с этой стороны. Выворачиваем рукав, продеваем в изделие. Скалываем центр рукава с плечевым швом. Швы разворачиваем на спинку. Шов рукава скалываем с боковым швом нашего изделия. Швы разворачиваем в разные стороны. Соединяем рукав с изделием. В нижней части ничего не припосаживаем. Со стороны спинки. И со стороны полочки. Выточку разверну наверх. А вот этот излишек рукава со стороны полочки и такой же со стороны спинки припосаживаем. Для этого слегка натягиваем ткань проймы и скалываем с рукавом. Когда-то в качестве эксперимента я построила рукав четко равный объему проймы, и припосаживать ничего не нужно было. Но в таком изделии недостаточно удобно. Я немного сутулюсь, поэтому небольшой дополнительный объем в плече необходим. Также втачиваем и второй рукав. Идем на машинку и сшиваем все тем же способом. Нам осталось пришить пояса. Вот таким образом они будут располагаться. Для того, чтобы удобно его приколоть, выворачиваем изделие. В таком вывернутом варианте лицевая сторона у нас находится внутри, и пояс должен располагаться с лицевой стороны, так что продеваем его внутрь. Шов пояса находится внизу. И прикалываем пояс таким образом. Уравнивая края пояса и припуски изделия. Идем на машинку и застрачиваем вот эту область. Я сшила незастроченные отрезки. Не забывайте при этом делать закрепки, чтобы ваше изделие не разошлось. Так выглядит пояс с лицевой стороны. Обычно я завязываю его на спинке. Так выглядит наше изделие с лица. В изделиях из замши допустимо не обрабатывать края. Если вы хотите обрабатывать края, пожалуйста, можете подвернуть низ самого изделия и низ рукавов и проложить строчку двойной иглой. А также можете обработать горловину способом, который вам нравится. Главное, не забудьте при выкраивании оставить припуски для этого. Как видите, сшить такой лонгслив совсем не трудно, надеюсь, у вас получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся в следующем видео и будьте стильными!